В этом видео делаю небольшую настольную елочку, сочетая кружево, хлопок, зелень и крафтовые оттенки. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Сначала нужно сделать основу. Для нее взяла строительную пенополистирольную плиту толщиной 5 см. Вырезала 9 кружков диаметрами от 2 до 18 см. Полистирол легко режется ножом. В каждом кружке по центру сделала отверстие. Собираю кружки в пирамиду, нанизывая их на деревянную шпажку. Склеиваю термоклеем. Он, конечно, слегка прожигает полистирол, но в этом случае это не страшно, так как это будет внутри. Если не хватает длины шпажки, просто добавьте другую. Получилась вот такая пирамида, которой нужно придать форму конуса. Срезаю выступающие ребра по всей поверхности. И здесь совсем не обязательно делать гладкую поверхность, потому что все неровности потом будут закрыты. Высота пирамиды получилась 45 см, с основанием диаметром 18 см. Есть другой вариант сделать основу. Возьмите плотную бумагу или картон и начертите сегмент круга с размерами радиуса 45 см и дугой длиной примерно 57 см. Не забудьте сделать припуск для склеивания. Вырезаем получившуюся деталь, сворачиваем и склеиваем в конус. Для придания жесткости внутрь конуса нужно вложить смятую бумагу и внизу конуса приклеить основание. Из плотной втулки, это у меня от бумажных полотенец, отрезаю кусочек длиной 5 см. Окрашиваю поверхность втулки белой акриловой краской. Также окрашиваю всю поверхность пирамиды. Из той же плиты вырезала два одинаковых квадрата 10 на 10 см. Склеиваю их в кубик. Для надежности соединения протыкаю двумя шпажками. Кубик оборачиваю крафтовой бумагой. Вы можете обернуть его своим способом, а можете сделать, следя за тем, как делаю я.
Вторую сторону заклеиваю точно так. И вот так получилось. На кубик наклеиваю декоративную тесьму. Бант будет располагаться на боковой стороне, поэтому стык ленты располагаю там же. Склеиваю небольшой бантик и приклеиваю его на коробку. Приклеиваю втулку на верхнюю сторону коробочки, а сверху приклеиваю основание елки. Плотно прижимаю, чтобы втулка даже немного вошла в полистирол. Для того, чтобы все надежно держалось, втыкаю длинные деревянные шпажки, чтобы они прошли сквозь втулку прямо в полистирольный конус. И теперь заклеиваю низ квадратом крафтовой бумаги. Для подсветки использую светодиодную гирлянду длиной 6 метров на батарейках. Похожие можно купить на AliExpress, Fix Price, Wildberries. А можно использовать, конечно, и другого вида гирлянды. Для блока батареек из гофрокартона делаю коробочку и обклеиваю ее крафтовой бумагой. Готовую коробочку приклеиваю на заднюю стенку коробки подставки. Вкладываю блок батареек и обматываю гирляндой конус основания. В нескольких местах закрепляю гирлянду кусочками малярного скотча. Вот такой синтепоновой полосой шириной примерно 8 см буду оборачивать конус. Крепить синтепон буду с помощью обычных портновских булавок, но можно взять и зубочистки и разломать каждую пополам.
Полосой оборачиваю по спирали до самого верха. В декоре я буду использовать вот такие коробочки хлопчатника. Их легко сделать самому. Для одной коробочки из тонкого картона вырезала 4 кружка, каждый диаметром по 3,5 см. Заготовки смачиваю обычной водой с 2 сторон. И каждый кружок складываю пополам и срезаю фигурно уголок, чтобы получился как бы лепесток. Теперь место сгиба по центру собираю небольшой гармошкой. А затем раскладываю лепестки в разные стороны и придаю некоторую округлость. А острый кончик подворачиваю вверх. Получилась вот такая створка. Также повторяю и с 3 остальными кружочками. А пока заготовки сохнут, из ваты делаю 4 шарика. Беру небольшой кусочек и формирую шарик. А чтобы он не развалился, мокрыми пальцами скручиваю края в тоненький кончик. Получился аккуратненький шарик диаметром около 2,5 см. Делаю таких 4. Склеиваю между собой по 4 створки, слегка заводя их друг на друга. Пользуюсь термоклеем. В получившуюся коробочку вклеиваю ватные шарики. Такая коробочка имеет небольшую высоту и легко клеится на плоскость. Для моей елочки достаточно 10 коробочек. В декоре буду использовать вот такое плотное кружево. Когда-то его покупала на AliExpress. Его ширина 5 сантиметров. Но вы можете выбрать любое другое, которое вы считаете нужным и которое подходит для вашей работы. Конец кружева закрепляю булавкой, а дальше приклеиваю, используя термоклей. Кружево, как и синтепон, обматываю вокруг елочки по спирали и приклеиваю местами по верхнему краю. Распределила и временно закрепила булавками коробочки хлопка. И теперь снимаю каждую коробочку и уже приклеиваю на свое место. Булавки втыкаю в места приклеивания коробочек, чтобы синтепон под их тяжестью не сползал вниз. Вот так получилось. С искусственных веточек эвкалипта снимаю листочки. Этот подхват для штор я купила в магазине Fix Price.
Он состоит из бусин, которые мне понадобятся. Разбираю подхват на отдельные бусины. Еще буду использовать вот такие пенопластовые шарики. Теперь бусину вклеиваю в центр листочков. Получается вот такая маленькая веточка с ягодой. Таких делаю 24 штуки. 20 штук приклею рядом с коробочками хлопка, а 3 распределю внизу. А еще одну наклею на макушке елочки. Итак, по бокам каждой коробочки, немного смещая вниз и под углом, приклеиваю веточки с ягодами. Получилось вот так. Между коробочками хлопка на синтепоновой линии наклеиваю пенопластовые шарики и коричневые бусины. Кстати, вместо пенопластовых шариков можно скрутить такие же шарики из ваты, как и в коробочках хлопка. Вот так у меня получилось. И теперь на зеленые листочки эвкалипта наношу искусственный снег. Мне не очень нравится, когда в подобных работах цвета сильно контрастируют друг с другом, а эти зеленые веточки слишком яркие на белом фоне. После такого снежка, помимо мягкости, работа приобретает еще и зимний заснеженный вид. А вы как считаете? Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите несколько слов. Это поможет в продвижении и ролика, и развитии канала. Я читаю все ваши комментарии и стараюсь ответить на все комментарии с вопросами. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.